Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать интересную такую посадку и как я их буду разделить. В общем, смотрите, это у нас лоток для выращивания лука. Довольно большой, объемный, туда входят стаканчики на 100 мл. В них очень удобно выращивать листья замиокулькаса, чтобы клубни были большие. В целом вот эти листочки я оставляла себе, они были укоренены ровно 3 месяца назад, 24 апреля я их укореняла. Вот. И многие из этих листиков уже выпустили детки. Кто-то одну, кто-то две, кто-то даже 3. Ну и сегодня я хочу показать, какие клубни, собственно, листья дали, какие детки появились. Это варигатные замиокулькасы. То есть это листики, укорененные от варигатного замиокулькаса. А варигатные это пестролистные, то есть с варом должны быть листики. Вот, зеленые листья я решила удалить, потому что они какой-то, как говорится, составляющей не несут. И я хочу провести эксперимент, потом снова их посадить, развить из них клубни и посмотреть, могут ли такие листья так генетически дать новые росточки с варом. Так как листьев получилось очень много, практически из 10 растений получилось только 3 с варом. То есть иногда, вот когда вы укореняете листья с варом, первые детки, они могут выходить не варигатные. То есть это норма считается для варигатного замиокулькаса, поэтому не пугайтесь, у варигатного замиокулькаса бывают обычные листья. Обычно они идут 50 на 50. Вот такой вот у них. Я заметила даже по-взрослому, что он на один варигатный лист, вот такой вот большой сложный, он выдает один зеленый. То есть не бывает такого, что все время у него выдаются варигатные листья. То есть он их чередует. Иногда выдает 3 варигатных, а потом следом 3 зеленых. Такое тоже бывает. Также и с листьями, когда вы укореняете, он может давать сначала чисто зеленые. То есть это для него норма. В большинстве случаев они появляются именно зеленые. Вот смотрите, вот варигатный. И вот чем меньше варигатность на листе, тем большая вероятность, что он выдаст варигатные детки. Вот видите, то есть он сам небольшой, вот такая варигатность. Так, тут зеленые, то есть большинство было именно зеленых деток. Почему они такие полосатые? Так, это не хлороз. Может быть, хлорозит они в данный момент, но со временем это может быть и связано с системой посадки, что они на очень мощных удобрениях стоят. Там не может быть, по идее, хлороза, потому что у них там полный спектр удобрений, то есть азот, фосфор, калий, железо, магний, то есть там вообще все от хлороза. И со временем, где-то недельки через 2-3, они приобретают вот чисто зеленый окрас. Это чисто из-за того, что листики еще нежные, слабенькие, и видно вот эти прожилки. То есть когда листик станет толстеть, становиться жестким, вот эта вся полосатость, она пройдет. То есть это не акибону. Эта полосатость легко проходит. А связана она с тем, что листики быстро вышли, быстро раскрылись, и поэтому видно вот этот рисунок прожильчатый. Вот. Чисто из-за свойств посадки. Такое иногда бывает. Плюс они стоят под очень мощными лампами в данный момент. Смотрите, за 3 месяца выросли огромные клубни по 2-3 сантиметра. Очень много деток. В этом видео я вам покажу, как я их буду пересаживать в общий ящик на фитильный полив большого объема. Очень большого объема. Поэтому, если вам интересно, как выращивать замиокулькасы оптовыми посадками, именно в большом объеме, сюда, по-моему, в ящик входит либо 21, либо 22, либо 24 штуки. Я уже не помню, 5 на 3, 15, наверное, даже. Скорее всего, 15 штук.
А когда листиков много, например, от 50 штук, вы хотите посадить именно в один ящик, именно на фитильный полив, не просто в ящик, я рекомендую делать это все-таки на фитиль. А когда в первый месяц, разницы о том, что они на фитиле и не на фитиле, не видно совершенно никакой разницы. А вот когда уже идет второй месяц и третий месяц, то на фитильном поливе такие клубни развиваются в 2-3 раза быстрее. И сами детки, они выходят намного быстрее, если их выращивать без фитиля. Поэтому я их пересадила, собственно, вот сегодня буду пересаживать. Покажу вам на фитильный полив. Сейчас вы можете увидеть, какие клубни наросли. Довольно мощные картошки, смотрите. Большие, жирные. Все с детками. Эти листики я оставила лично для себя, то есть, чтобы в будущем именно из листов вырастить большой куст. То есть, это такое вот видео будет потом протяженностью, наверное, в год или 1,5 года, может 2 у нас уйдет на это, чтобы показать, как вот из простых листьев можно вырастить большой куст. Конечно, чтобы получить большой мощный куст, как правило, профессионалы вот эти вот в питомниках, они садят не один листик в горшок, а, как правило, штук 5-6. Для того, чтобы развивался большой мощный куст. Поэтому, если вы хотите большой именно кустик, то один из одного листа вы будете очень долго наращивать большой куст. Поэтому обычно берут от 3 до 6 штук и сажают их вместе. Они потом, вот смотрите, укорененная веточка. Давайте посмотрим, что тут у нас получилось спустя 3 месяца. Кстати, вот эти ветки, в отличие от листьев, они укореняются дольше, и клубни у них меньше, и детки они дают больше. Вот смотрите, детки тут лезет, а клубень вот в 3 раза меньше. Имейте в виду, что вот веточки, они, да, она вся варигатная, но вот что там, я также палки укореняла, они тоже хорошо укореняются. Вот смотрите, детка зашла внутрь. Чем минус этих палок, что они клубни дают неравномерно. Вот, застрял. Палки тоже можно укоренять. Не все они, кстати, укореняются, но, как правило, в течение 1-2 недель видно, что если палка не укоренилась, она высыхает. Вот смотрите, будет такая вот посадка. Это ящики, большие ящики, где-то примерно... Вот литраж я вам точно не скажу и размеры точно не скажу. Если спросите, могу посмотреть дома. Я покупала их в фикс-прайсе. Вот тот ящик, что высокий, он, как правило, продается с крышкой. А тот ящик, что поменьше, они, кстати, одинакового размера, только один высокий, а другой низкий. И вот они входят один в другой. И я в этом ящике сделала 4 дырки посередине. И поставила фитильные нитки. Это бельевые нитки диаметром 6 мм. Они синтетические, не пластик, просто синтетика. И насыпала вермикулит. Слой не менее 10 сантиметров. Почему именно 10? Потому что клубни уже большие. И когда змеокулькас разрастается именно на фитильном поливе, ему надо много места. Тогда клубни будут большие. Чем больше клубней, тем больше у вас деток, тем больше и мощнее будет листва. Смысл вот такой вот. Вермикулит бывает разный. Вот видите, я смешала 2 разные фракции. Кстати, разницы не имеет. То есть можно взять абсолютно любой, как пластинками, так и красный крупный. Есть, правда, еще совсем крупнее, но это фракция 1,3 мм. И давайте приготовим удобрение. Удобрение мы готовим на выгонку деток. То есть не на клубни, у нас сейчас упор будет. И я беру удобрение ровной формулы НПК. Азот, фосфор, калий. 18, 18, 18. 2 грамма на 1 литр. Тут у меня 5-литровая бутылка. Я добавила 9 грамм. Ну вот ложечкой. Ну с легкой горкой получилось 10 грамм. Немного надо постоять, удобрение не сразу растворяется в воде, и добавляю стимулятор роста от Бонафорте. Его надо 1 мл на 1 литр воды, 5-литровка,
5 литров. Ну, я обычно больше. Для большего эффекта лучше добавить 2 мл на 1 литр воды. На этот стимулятор очень хорошо реагирует именно замиокулькас. На какие-то другие цветы я как-то разницы особо не заметила, что какой-то эффект от него. А вот именно замиокулькас выпускает на нем очень много хорошей листвы. Вот, имейте в виду. Я его использую, ну, то есть не реклама средства, а вот то, что она работает и совместим именно с замиокулькасом. На геране, вот, например, и орхидеи я вот разницы не увидела. А замиокулькас помогает выпустить именно, то есть после того, как вы стимулировали клубни, они у вас большие, крепкие, вы можете стимулировать именно рост новых деток. Стимуляторы, просто вот один стимулятор никогда не используют, потому что к стимулятору надо добавить какое-нибудь удобрение. Потому что если ресурсов у растения никаких нету, то есть источника питания, азот, фосфор, калий, то хоть чем вы там застимулируетесь, ни один стимулятор у вас не будет работать. Поэтому к стимулятору всегда добавляем удобрение. Всю эту воду с удобрением я залила в ящик сразу сверху. Видите, у меня сейчас вермикулит плавает. В этот плавающий вермикулит очень удобно сейчас сажать такие подрощенные детки. Ну что вот, смотрите, она вот пока жидкая. Со временем, там же дырки у нас и фитили стоят, вода спустится, а вот эти растения очень хорошо зафиксируются. Видите, тут и клубни, и корни, и нам надо, чтобы они равномерно встали в этот ящик. И пока вода, буквально минут 10-15 у нас есть времени, пока вся вода не ушла, посадить наше вот растение. Вот так вот. Вот. Если вода не уходит, можно потрясти сам ящик, просто вот лево-право, лево-право, и вода уже лучше будет уходить. Можно потормошить там, где соединение с фитильком, что может там засорилась, да, система, именно вермикулит зашел. Бывает такое. Ничего страшного, обычно, в любом случае вот эта вода легко спускается. И потом после вот такой вот спуски воды хорошо запускаются фитили, то есть они 100% потом будут тянуть вам воду. И ваш вермикулит всегда будет влажный. Вот. В общем, такая посадка, она идеальна чисто только для замиокулькаса. Я пробовала на такой посадке выращивать герань, у меня она гниет на фитиле. Именно в вермикулите. Вот. Также я решила, смотрите, вот видите, вода уже ушла, чуть-чуть вот шатается, но она уже уходит. Видите, уже грунт твердый. Тут можно зафиксировать растения, если они упали. Вот. И вот я к тому, что равномерно распределяются корни. Вот у нас остались зеленые листья. Жалко было их выбрасывать, вот росли, да, ради них мы выращивали их, и тут я их выброшу. Нет, я тоже поставила их на укоренение, дождусь клубней, их можно, по идее, можно продать потом как зеленые растения, и может у кого-то появится потом варигатный. А может я себе оставлю и потом вот сделаю чисто. Например, тут много растений, получилось ящик, и буду наблюдать за ним, какие новые детки он будет выпускать. То есть они будут зеленые или варигатные от зеленых листьев. То есть, по идее, вот эти растения не получены от варигатного растения. Генетически у него код присутствует, но листья-то были зеленые, и сможет ли этот зеленый листочек потом еще дать варигатный. Вот такая вот ящик у нас получился. Тут уже моя личная посадка, не на продажу это идет, а именно для себя лично я выращиваю, потом вот пересадить все это, например, в ящик и уже выращивать как огромный куст. Вот. Размножение их потом, они достаточно при хороших подкормках, они очень хорошо и быстро растут, если вы знаете как, да. И на фитильном поливе я напоминаю, что в квартире должно быть обязательно тепло, больше 25 градусов, иначе все будет гнить, загнивать и ничего не будет расти. У меня еще и растут под мощными лампами. Имейте в виду. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.